В видео, рассказывающем о том, кого представляет багряный зверь из книги Откровения, делался акцент на том, что большую роль в его политике сыграет 11-й по счету царь. Обычно невозможно заранее узнать имя преемника действующего главы государства, но не в этот раз. Насколько точно в Библии описан багряный зверь, настолько точно раскрыты черты характера и образ мышления следующего по счету правителя. Сразу уточню, что то, что будет рассказано дальше, не следует воспринимать как пророчество или как поддержку того или иного кандидата. То, что я расскажу, является плодом непредвзятого, тщательного анализа библейских пророчеств о последних днях и событий, происходящих в мире. Россия с конца 20 века подвергается сильному давлению со стороны враждебных государств. Начиная с конца 90-х годов, ей пришлось пережить распад великой страны, сильнейшие политические и экономические кризисы, сопутствующий им демографический спад и отток государствообразующего слоя населения за рубеж. Некоторые аналитики говорят о том, что по совокупности факторов потери, с которыми столкнулась эта страна, превосходят потери Советского Союза за годы Великой Отечественной войны. В 21 веке фокус проблем в этой стране сместился в сторону недовольства части населения политикой действующей власти. Мы наблюдали масштабные митинги 2011-2012 годов, документальные фильмы команды Алексея Навального об уровне коррупции во властных кругах, способствующие формированию митингующих настроений в различных слоях населения. Летом 2019 года мы наблюдали очередную волну митингов в крупных городах России. Что будет дальше? Владимиру Владимировичу Путину неоднократно задавали вопрос о том, кто будет его преемником на следующих выборах президента. Хотя он не называет имя этого человека, но текущие события, описываемые в новостях, дают представление о принятом решении на этот счет в Кремле. О том, что следующих выборов президента просто не будет. В следующий раз пойдете избираться? Не надо эти в следующий раз не будет, вы даже понять не можете. Это были последние выборы. Все. Да. В данный момент, судя по новостям, ведется большая работа по созданию союзного государства России и Беларуси, определенные положения которого должны начать действовать уже с 2022 года, то есть за 2 года до предполагаемых выборов президента России. Я с Лукашенко встречался несколько раз, давно уже. Он мне говорит, я вас не понимаю в Москве. Если вы, что вы хотите? Советский Союз давайте. Чтобы Беларусь вошла в состав России давайте. Ну, Москва молчит, Кремль молчит. Однако, вероятно всего, при создании союзного государства будут внесены изменения в законодательство обеих стран, в том числе, на мой взгляд, и положение о выборах президента, так как в момент образования у этих стран он будет один. Таким образом, преемником Путина по плану должен стать сам Путин, причем сразу над 2 странами и в этот раз бессрочно. Когда об этом решении будет объявлено, это вызовет небывалую волну митингов, на которых будут применены бесценные знания и опыт, полученные при организациях предыдущих митингов. И, судя по всему, эти акции будут иметь успех. Владимир Путин будет поставлен перед непростым выбором: либо просто уйти в отставку и дать возможность занять ключевые должности в государстве митингующим, на что он точно не пойдет, либо передать свой пост другому политику, но не из своего окружения, и даже не из поддерживаемой им партии. Его выбор падет на Владимира Жириновского. Почему именно на него? В библейских пророчествах подробно описан характер и образ мышления 11-го по счету царя восстановленного Советского Союза и по факту преемника Владимира Путина. И он поразительно похож на данного политика. Каковы, согласно Библии, будут его действия в качестве главы в начале союзного государства, а затем и восстановленного Советского Союза? Он будет преследовать 3 предыдущих президентов. После этого я видел в ночных видениях вот 4-й зверь, страшный и ужасный, и необычайно сильный, и у него было 10 рогов. Я рассматривал рога, и вот среди них появился еще один рог, небольшой, а 3 рога из тех, что были вырваны перед ним. Что касается 10 рогов, то из этого царства поднимутся 10 царей, а после них поднимется еще один. Он будет отличаться от первых и унизит 3 царей.
Именно Брежнев создал Горбачева, понимаете? Нет. Потому что Брежнев создал Андропова. А Андропов лечил свои больные почки там, в Ставрополе. Там присмотрели этого, везде бегал, подхалим, везде все, накрывал на стол, поляну, накрывал. И вытащили его Вы в на Москву. этой поляне присутствовали? Откуда вы это знаете? Горбачев это агентура. 66-го года завербован спецслужбами и через жену. Все поездки за границу. Агент. Это диагноз, влияние. это невозможно. И в 84 году, будучи во главе маленькой делегации депутатов, его принимают на самом высшем уровне. Чего такого никогда не было. И при Тэтчер в ее резиденции баронесса выкладывает самые секретные карты Генерального штаба СССР. Своего хозяина Горбачева. В могиле лежать вашему Горбачеву. Он все еще надо свободе. Вы в состоянии бороться с Путиным и доказать всем, что он не годится больше быть главой русского государства. Вы можете об этом сказать? Вы правильно говорите, что получил плохой дом. Я бы что сделал на месте Путина? Сперва наказать того, кто этот дом довел до такого состояния, где все валится, крысы, тараканы, долги. Виноват был Ельцин. Кто был Ельцин? Друг Путина. Значит, надо отвечать честно за дружбу. Почему я так говорю? Потому что в 91 году Путин, Миронов с Собчаком стояли в августе 91 года на Дворцовой площади и приветствовали Ельцина, который и довел наш дом вот до такого состояния. Поэтому угроза наша сегодня – это то, что все отрицательное, что Путин получил от Ельцина, продолжается. Да, укрепили дом. Да, платят регулярно зарплату. Почему деньги при Путине продолжают уходить за рубеж? Жесткая власть. Да, жесткая власть, порядок, жесткой рукой. Я объявлю амнистию всеобщую и одновременно восстановлю смертную казнь. И будем вешать. Если через 20 лет этот Урал не будет стоять в Лондоне, мы тебя повесим на Красной площади. Понял? В Лондоне стоять должен. И американские солдаты должны мыть колеса. Ты понял? У нас, знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Он будет высокомерным. Его высокомерие будет направлено как против других стран, так и против Бога и его служителей. У этого рога были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, говорящие высокомерно. Он будет говорить слова против Всевышнего и притеснять святых Всевышнего, и они будут отданы в его руки на время, времена и полвремени. И он открыл свои уста, чтобы порочить Бога, его имя и его жилище, тех, кто живет на небе. Также ему было позволено вести войну со святыми и победить их, и он получил власть над всяким племенем, народом, языком и нацией. И ему будут поклоняться все живущие на земле. Что же касается пришествия нашего Господа Иисуса Христа и того, что мы будем собраны к Нему, пусть никто не соблазнит вас тем или иным образом, потому что день тот не настанет, пока прежде не придет отступничество, и не откроется человек беззакония, сын погибели, противник, возвышающий себя над всяким, кто называется Богом или предметом почитания. Он сядет в Божьем храме, выдавая себя за Бога. Шли бы вы все нахер, ваш Запад! Ваша сраная Америка! Вот она! Русская машина! Вот! Вот так должно быть! Иди! Залезай! Лезь! И ложись ты, русский парень! Лезь, карабкайся! Вот так должен сесть Хлебанов, Каданников, Касьянов, лежать внизу. И посылай нахер всех. Всех посылай. Скажи, все наркоманы, все там это все это прогнившая Европа. Владимир Владимирович, в рай хотите? Вот я хотел с этого начать, что я в рай не хочу. Но и в ад я не попаду. Если не будет империи, как мощного, сильного государства, где все подданные, вот что смысл империи, где нет национальности, религии, вас объединяет верховный правитель, и вы все подданные его. ЛДПР это не партия, а религия. Ну, не обязательно религия, но это какое-то новое Религия. образование, Поэтому вас сменить нельзя, потому что без вас сразу исчезает ЛДПР. Вот смотрите. А дальше толкователи слова вождя. Он нанесет ядерный удар по Евросоюзу и Ватикану. Из одного из них вышел еще один рог, небольшой, и он сильно разрастался и к югу, и к восходу, и в сторону прекрасной земли.
Он разросся до самого небесного воинства, так что некоторых из воинства и некоторые звезды сбросил на землю и стал топтать. Он превозносился даже над князем воинства, и у князя было отнято постоянное жертвоприношение, и установленное им святилище было повержено. Со временем воинство было отдано, а вместе с ним и постоянное жертвоприношение по причине преступления. В назначенное время он возвратится и пойдет против юга, но в последний раз будет не так, как в первый. Против него пойдут корабли Китима, и он упадет духом. Возвратившись, он разразится угрозами против Святого Соглашения и будет действовать успешно. Ему придется вернуться, и он обратит внимание на оставляющих Святое Соглашение. И от него двинутся силы, они осквернят святилище и крепость и прекратят постоянное жертвоприношение и поставят мерзость, несущую опустошение. Под Святым Соглашением в данном контексте следует понимать ядерную сделку с Ираном. Ее нарушение со стороны Евросоюза в конечном счете приведет к ядерному удару по нему. Примечательно, что в создаваемую общеевропейскую миссию по патрулированию Ормузского пролива входят 4 страны Евросоюза, среди которых Италия. В этом контексте пророчество о 3-й из 12 звезд, сброшенных на Землю, приобретает особый смысл. 3 из 12 звезд – это 4. Таким образом, пророчество из Откровения 12.1.4 вероятно указывает на то, что ядерный удар получат буквально 4 страны, среди которых Италия и, соответственно, Ватикан. Примечательно, что Иран сообщил о запланированных совместных военных учениях с Россией, которые, по всей видимости, являются ответом на создание вышеупомянутой миссии. И таким образом военное столкновение России с Евросоюзом выглядит вполне реальным. Почему не нанести превентивный удар, чтобы всем заткнуть глотку раз и навсегда? Северное есть остров, маленькая страна, 200 тысяч населения. В Брюсселе сказать, посмотрите, вот остров, видите? Отвернитесь. Посмотрите, как нет острова. Ужас какой. Все, страны нету. Вот после этого дымок идет. чего... Пожалуйста, Евросоюз, он рухнет, но будет создан новый. И не вспоминать Европу. Пусть она горит синим пламенем. У нас другое оружие. Никакая база ни от чего не спасет. Танки, да. Нам нужно будет, чтобы они двигались по дорогам. Не буду называть стран, которых, чтобы не пугать, чтобы спокойно спали несколько последних ночей. Но это танки будут двигаться. И вы будете стоять на балконах и приветствовать, и кидать цветы к нам. И будете бежать за танками. До Ла-Манша будете все бежать. Вы к нам поедете? Не к вам, в Европу. А куда мы потом? Вы утром на рассвете услышите. При нем будет восстановлен Советский Союз на базе союзного государства России и Беларуси, в который в конечном счете войдут 10 бывших союзных республик. Затем я увидел зверя, поднимающегося из моря. У него было 10 рогов и 7 голов. На рогах у него было 10 диадем, а на его головах богохульные имена. И дракон дал зверю силу, престол и великую власть. Я увидел, что одна из его голов как бы смертельно ранена, но смертельно рана зажила, и вся земля в восхищении последовала за зверем. Люди поклонились дракону, потому что он дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю, и кто может сразиться с ним?» Я скажу, Дональд, я восстанавливаю все границы СССР. И закрываю глаза на ваши действия в том регионе. Он меня в данном случае не интересует. И Дональда не интересуют эти бывшие советские республики. Он их даже не знает. Дальше мирный путь, Николай Васильевич. Когда не увидят мои договоренности с Дональдом Трампом, русский флаг над Киевом, все прибегут мирным путем в Кремль ко мне и сдадут ключи от своих незаконных государств. И никто не пикнет, никто. Ни один человек. Поэтому с точки зрения экономики мы вовсе не собираемся их после этого кормить и, так сказать, чем-то задаривать. Только каждый сам за себя. Пожалуйста, мы снимем все ограничения по торговле, передвижения, откроем все рынки, биржи. Мы ударим по олигархам. Они не будут там делить имущество. Она у него 200 миллионов возьмет или 300. Все отдашь. И он, и ты отдашь все. Это деньги нашего народа. Вы психологию людей не знаете. Их только нужно пальцем погрозить. Вот этим? Да. А если еще скрежет гусениц танков и мирно. Самолетов. Мирно. 72 часа сдать все оружие. Через 72 часа расстреливать без суда и следствия. Кто не понял, мы отправим в лагеря. Я расконсервирую мордовские лагеря, пермские, магаданские. Там будут и музеи, и реальные камеры с живыми людьми.
Он будет вести войны с другими странами, используя нетрадиционные виды оружия. И в завершении их царства, когда преступники наполнят миру беззаконий, поднимется царь свирепого вида, понимающий двусмысленное высказывание. И его сила станет могущественной, но не благодаря его собственной силе. Он будет производить разрушение удивительным образом, будет преуспевать и действовать успешно. Он будет губить могущественных, а также народ святых. Он будет очень умен и коварен. Мудростью и ложью он добьется успеха. Он превзнесется в своем сердце и погубит многих, когда они будут меньше всего этого ожидать. Народ поднимется против народа и царство против царства. Будут сильные землетрясения, и в одном месте за другим будут эпидемии и голод. Мы скажем нашим гражданам: хотите жить лучше? Да, за чужой счет. Армия на юг, армия на запад, армия на восток. Но это война. Только Россия владеет совершенно новым оружием, у которого нет у американцев. Американцам я говорю, что вот был теплоход, самолет летел из Малайзии в Китай, пропал, да? Было цунами, 300 тысяч на дне морском. Эту операцию мы назвали «Пора помыться». Пропадают суда, было судно, нету судна. Так могут пропасть и города целые. Был Вашингтон, нет Вашингтона. И остается космическая держава Россия с огромными деньгами, ресурсами и новым оружием, о котором еще никто не знает. Любую часть планеты уничтожим в течение 15 минут. Ни одного взрыва, ни одного, всплеска, луча какого-то лазерного, молния. Нет, тихо, спокойненько. Целые континенты будут спать вечным сном. А может, вы нам подробнее расскажете, как вы собираетесь это делать? Все остальное. Вот цунами сейчас, Япония. Вы Курилы хотели? Вот вы будете разбирать обломки всех ваших зданий. И сдохните все 120 миллионов, если вы еще потребуете Курила от нас. Так и все остальные пусть подумают о своем будущем. А погода? О климатическом оружии речь зашла. Погода? Вас заметает у нас зимой? Отличная погода, а у вас, Николай Васильевич? Хотите, всю Америку заметет? Нью-Йорк замело. Все в сугробах будете лежать. Хотите, мы это сделаем. Что такое русский снег, вы узнаете. Возможно ли будет в тот момент избежать всех этих событий? Иисус дал следующий комментарий на этот счет. Когда вы увидите, что мерзость, несущая опустошение, о которой было сказано через пророка Даниила, стоит на святом месте, тогда находящиеся в Иудее пусть бегут в горы, потому что тогда будет великое бедствие, какого не было от начала мира до сих пор, и уже никогда не будет. И если бы те дни не были сокращены, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных те дни будут сокращены. Конечно, спастись в буквальных горах в наше время не представляется выходом из положения. Однако Библия называет по крайней мере 2 места на земле, которые падут перед 11-м царем последними. Место, где будет укрываться женщина, или то, что останется от руководства католической церкви в течение 3,5 лет. Предположительно, оно будет находиться в современном Ираке, недалеко от древнего Вавилона. Примечательно, что сейчас в том районе, в Анкаве, есть приют для христианских беженцев. Возможно, в свое время руководство католической церкви, спасаясь бегством, полетит именно туда. Второе – это Израиль, а именно Иерусалим, так как предположительно именно там багряный зверь настигнет 2 свидетелей Иисуса в конце их служения. Учитывая, что оба этих места находятся в относительной близости, можно предположить, что именно эта часть земли будет долгое время являться современными горами, о которых говорил Иисус. Однако в конечном счете и они также падут к ногам 11-го царя. Где бы ученики Иисуса ни находились в тот момент на земле, Он дал им следующие советы. Внимательно следите за собой, чтобы ваши сердца не отягощались перееданием, пьянством и житейскими заботами, и чтобы тот день не оказался для вас неожиданным, как ловушка, ведь он найдет на всех живущих на земле. Когда это начнет происходить, выпрямитесь и поднимите головы, потому что приближается ваше избавление.